Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа Манасе. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Сагынбая Орозбакова написан роман-эпос в прозе на кыргызском языке в 5 томах. Затем я это свое произведение перевел на русский язык, после чего оба этих варианта выставил на своем сайте по адресу epos-manas.com. Кто хочет, может там приобрести электронные варианты моих книг. Ну а сейчас, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Глава 12. Война Манаса с ханом Орго. Пока Манас отдыхал на острове, 300 тысяч воинов хана Орго выступили против него. О том, что Текес потерпел поражение от кыргызов, хану сообщил колдун Ултан. Войска Текеса были разбиты, а сам он покончил жизнь самоубийством, потому что пренебрег Манасом и отказался сообщить о нем другим ханам, надеясь единолично победить его. Среднего роста, скуластый, желтолицый Ултан видел момент смерти хана своими глазами. Он пересек Бельчакай, Тото, и на третий день, добравшись до города Магуру, поехал во дворец Орго. Колдун сразу ошарашил хана, который тепло принял его. В Алтае у кыргызов появился богатырь по имени Манас, сказал Ултан хану. Он убил Текеса и Куяса, а кыргызы и казаки разделили калмаков. Теперь Манас идет к вам со своим войском, как горный поток. Если не подготовите оружие и своих богатырей, тогда горе вам. Манас уничтожит тебя и полностью завоюет твой народ. Если я солгал, ругай и обзывай меня собакой. Напуганный такой новостью, Орго вызвал 6 вельмож, чтобы направить в разные стороны для распространения тревожной вести. Отправляйтесь в экипаж к Алдаю Буркану, приказал среднего роста, широкоплечий, смуглый Орго. Пусть он соберет своих людей и придет ко мне через 2 дня. Затем таким же образом оповестите Джайлу Саян, Уцу, Калдая Кулута, Калдая Соруна, Коркуля, Жанжуна Кулуса, Дотаев Алтана, Ултана, ханов Кемена, Акумбишима, Илебина, Дуду, Кашкела и возвращайтесь обратно. Посланники оседлали резов скакунов и тут же отправились в путь. На следующий день первым из вызванных в Орго примчался темноволосый, скуластый, с выпученными глазами Кулус. «Зачем ты вызвал меня, мой хан?» — с тревогой спросил он у Орго. Хан рассказал ему слова Ултана. Одетый в синий шлем, облаченный в панцирь, Кулус от рассказа своего повелителя растерялся. Он совсем упал духом и впал в полную прострацию. В это время в Орго внезапно приехал 32-летний калмакский богатырь по имени Туногор. У него было окровавленное лицо, ибо он получил удар по голове секирой в ходе схватки. «Что с тобой?» – испуганно спросил Орго. «Кто тебя ранил?» «Мой хан», – ответил Туногор, – «наш неисчислимый скот и лошади ограблены бурутами. Когда я искал табуны Суоруна на перевале Бульчакая в Туту,
Меня ранил кыргызский воин. Если мы не приготовимся к бою, нам придет конец. Упавший на колени, Тунугор обнял ноги хана и, проливая слезы, разрыдался, как ребенок. Кулус, сбешенный этим унижением, взял 30 тысяч воинов Урго. Привязав синий стальной меч к поясу, он направился к острову, где находился Манас. После его отъезда Урго послал 7 воинов к Сооронду. Несмотря на то, что он получил вызов 5 дней назад, взбесившийся Соорон возгордился и не пришел ко мне, выразил недовольство хан. Его табуны в Каркре были разграблены кыргызами, а его конюх Тунугор, еле сбежав, пришел ко мне. Поэтому пусть Соорон не хорохорится, немедленно придет ко мне, не позже сегодняшней ночи. Он не сможет одолеть Алашей ни в открытом бою, ни скрытно. На следующий день прибыли все ханы, вызванные Урго. Выяснилось, что общая численность войск достигла 300 тысяч. Услышав это, Култан печально покачал головой и обратился к Урго. «Повелитель, — сказал он грустно, — у тебя мало людей, потому что у кыргызов 400 тысяч воинов. Победа на войне достигается не количеством, а качеством, — засмеялся Урго. Вполне возможно, — согласился Култан. Удачи, если будешь сражаться, мой хан. Но позволь мне откланяться. Я уеду отсюда и доберусь до хана Акунбишима. Тебя, оказывается, очень напугали кыргызы. Хорошо. Иди к Акунбишиму. Я напишу ему письмо. Отдай его хану. Ладно, ответил Култан, взял письмо хана и вышел в путь. После его отъезда рать Урго пошла на остров, где отдыхала армия Манаса. Они встали напротив кыргызов и начали готовиться к битве. В это время рослый, бруталицый Соорон вместе со своими воинами приехал, чтобы встретиться с ханом. Калдай, задумчиво ехавший верхом, случайно увидел среди калмаков Тунугора. При виде хозяина Тунугор закричал от радости и стал плакать, проливая горькие слезы. «Как я рад видеть вас живым!» – запричитал он. «Как жаль, что никто из ваших скотоводов не спасся от кыргызов, кроме меня». Тунугор обнял Соорона за ногу, еще громче стал плакать. От известия, что весь его скот полностью пропал, Калдай пришел в ярость. Все его огромное тело задрожало, как от лихорадки. «Мне было бы легче умереть, чем потерять всю живность», — горечью подумал он. «Кому я нужен, если у меня нет денег? Куда пойду, если стану голодранцем? Кому пожалуюсь? Кто меня послушает? Кто поможет?» Вне себя от бешенства Соорон забыл о своем намерении встретиться с Урго и обсудить будущие действия. В приступе ярости он решил сразу выйти на поле боя и отомстить Манасу. «Приведите ко мне коня!» — крикнул Соорон. «Пусть Бог услышит мою жалобу». Джигиты немедленно привели к нему коня Алатек. Соорон вскочил на него, разъяренный, как лев. Повесив секиру к поясу, колчан на седло, взяв копье в руку, забросив винтовку за спину, он яростно поскакал к врагам, доверившись судьбе. «Где Бурут Манас?» — крикнул Соорон, когда добрался до кыргызов. «Даже если он былинный богатырь, не позволь ему жить в этом мире». Все, кто увидел его грозный вид, были шокированы. Было очевидно, что мало кто сможет одолеть такого богатыря. Заметив это, калмак еще больше осмелел. «Где ты, поганый Манас?» – заорал он.
иди ко мне быстро, давай немедленно сразимся. Услышав голос Сауруна, 90 тысяч его воинов, следовавших за ним, выступили против кыргызов. В ответ 100 тысяч кыргызов быстро вскочили на коней, встали лицом к лицу перед врагами. Впереди Калмака горделиво восседал на Алатеке Саурон, держа в руке белое копье и храня суровое молчание. Дав приказ установить желтую палатку на невысоком холме позади армии, Манас задумчиво разглядывал калмаков. В их первых рядах стояли всадники, одетые в доспехи, с короткими копьями в руках, с большими луками за спиной, колчанами на поясе. Когда битва начнется, эти лучники сразу же просупную пойдут в атаку. Как и кыргызы, они в первую очередь попытаются вывести из строя не воинов, защищенных кольчугами и доспехами, а их лошадей, ибо намного легче победить кочевника, потерявшего коня. Он на земле чувствует себя не так уверенно, как в седле. Во время битвы эти воины делали вид, что убегают, и заманивали врага в засаду своих войск. Такие группы состоят из лучших лучников, признавая их великолепные боевые навыки. Все воины побаиваются их. Позади лучников Манас увидел державших в руках длинные копья всадников, облачивших доспехи не только себя, но и своих лошадей. В следующих рядах находились средневооруженные всадники и пехота, которые с интересом ожидали начала поединка. Поняв, что калмакский метод ведения войны ничем не отличается от кыргызского, Манас повернулся к своим товарищам. Что болтает этот подлец Сорон? Он вызвал нас на поединок, хмуро ответил Бакай. Кто выйдет против него? Спросил Манас. Все промолчали, поэтому богатырь сам принял вызов калмака. Он сел на полу и отправился на поле битвы. Сорон, опережая его, ударил Манаса в грудь копьем. От сильного удара богатырь едва удержался в седле. Разгневанный Манас ударил секирой по копью Саурона и расколол его на две части. Успокоенный таким разбитием событий, богатырь удобнее уселся на коня. Он с громким криком схватил Саурона за правое плечо и вырвал из седла. На глазах многочисленных войск Манас, повертев в воздухе калмака, как тюбетейку, бросил его на землю. С огромным грохотом Саурон шмякнулся об землю и неподвижно замер, отдав Богу душу. Манас взял коня погибшего калмака и вернулся к своим воинам. Увидев такого силача, калмаки пришли в ужас и не посмели приблизиться к нему, застыв на месте. Их хватило лишь на то, чтобы зарядить винтовки и взвести курки. Не зная, что делать после смерти своего повелителя, калмаки отправили посланника в Порво. Саурон погиб, сказал рослый, широкоплечий, смуглый посланник хана. Манас победил в схватке и ввел его коня Алатека. Наши войска сегодня стоят на месте, не в силах начать сражение. Это очень разозлило Орла. Чтоб тебе под землю провалиться, Саурон, выматерился от души он. Не лучше ли было ему посоветоваться со мной, а потом уходить на битву с Манасом? По делам ему. Конец расстроенный Орло печально покачал головой. Плохо, что Саурон разозлился, поддался эмоциям, пошел к Манасу, так бесславно погиб. Тяжело вздохнул хан. Он был одним из лучших наших полководцев. Мои Дуатаи, Жанджуна, хана, что нам теперь делать? Кого выставим против Манаса? Жанджун Алтан предложил отправить на поединок его воина Атана. Он действительно богатырь? Недоверчиво спросил у него Орла.
Да, повелитель. Атан за день один съедает целого быка. А когда он разбушует 70 воинов, с трудом могут его связать. Если ему становится скучно, этот неверный борется с 200 борцов и разносит их в пух и прах, стал нахваливать своего богатыря Алтана. Этот парень действительно силен, восхитился Урва. Давайте отправим его на поле боя. Если сумеет, пусть он победит. А если проиграет, погибнет, мы тоже должны не дрогнуть и с честью сложить голову в яростной битве. Там богатырь с большой головой, как котел, с 2 черными бровями, похожими на рычащую черную собаку, ростом 3 саженя, поехал на Майдан верхом на коне Данкаре сквозь ряды калмаков. Увидев одетого в синее железо богатыря, державшего в левой руке золотой щит, а в правой остроконечное копье 90 саженей, все воины обрадовались и открыли ему путь. Неожиданно перед Атаном выскочил какой-то уродливый старик. У него были гноящиеся глаза и хрипящая грудь. Он все время от слабости падал на землю. Когда все убежали с дороги, старик остался на месте, как вкопанный. «Эй, уходи с дороги, погибнешь!» — закричали на старика воины. Увидев, что он не может преодолеть и 2 метров, хотя делает 12 шагов, Атан пришел в ярость. «Это что за богом проклятый старик?» — с негодованием подумал он. «Как оказался среди нас этот старый козел, еле передвигающий ноги? Если он погибнет в бою, мы будем опозорены». За нехватки воинов калмаки начали брать стариков в свои ряды, станут издеваться над нами кыргызы. Надо взять старика за шиворот и выбросить в сторону народа. Если им суждено умереть, так тому и быть. Как бы там ни было, пусть люди увидят, что такому дохляку не место среди нас. Но и вот конь Данкара, как будто что-то почуял, захрапел. Он не стал подходить к старику, испуганно шарахаясь от него. Атан разозлился и стал хлестать его в плечи. Лошадь поневоле подошла к старику. Уверенный в своих силах, Атан схватил за лопатку, чтобы бросить его в воина. В этот момент произошло нечто неожиданное. Старик схватил самого Атана за талию и бросил его на землю. Затем, вытащив нож, отрезав голову калмака, он сел на его коня и вышел на Майдан. Оказалось, что старик был богатырем Поюшем. Увидев гибель Атана, Урва отдал приказ перейти в атаку. Вся армия дружно ринулась в бой. Кыргызы также закричали и с копьями наперерез бросились на врага. Гремели оружие, грохотали пушки, раздавали звуки разбитых щитов, свистели стрелы, и оба стороны начали отчаянную битву. Китайцы с кричем «Та-та», калмаки «Жа-жа», а кыргызы «Манас, манас» громили друг друга, не жалея ни себя, ни врагов. Бой, начавшийся утром, продолжался до полудня. Не в силах противостоять натиску кыргызов, а армия Урва решила бежать. Только они собрались отступить, как к ним по каменистой тропе на помощь пришел Кайман с 70 000 воинов. Калмаки, опираясь на их помощь, начали громить кыргызов и оттеснили их к горе Сарпуловой. Встревоженный таким оборотом, Бакай прискакал к палатке Манаса. «Богатырь», — сказал он своему брату, — «положение резко изменилось. На помощь Урва пришло подкрепление, и они стали теснить нас. И если не предпримем решительных действий, то можем быть полностью побеждены». Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.